Ребят, мое мнение, что любая монета имеет право на жизнь. Я эту монету только вчера получил и хочу вам ее показать, потому что именно эту монету мы будем чистить, мы ее будем мыть, и мы попробуем из нее сделать лялечку, то есть красивую монету коллекционного состояния. Эту монету я приобрел на аукционе за 11 гривен. Специально для того, чтобы продемонстрировать вам, как можно из якобы грязной монеты получить классную монету. Не знаю, что получится, ребят. Посмотрим. Будем вместе это делать. Покажу, все расскажу, как, что, зачем я и делаю, чтобы превратить эту монету в хороший коллекционный экземпляр. Что из этого получится? Смотри этот ролик до конца и узнаем вместе. Эту монету я выбрал не зря. Почему? Потому что, когда продавец делал фотографии, я обратил на некоторые моменты внимания. Посмотрите на эти колоски, они абсолютно не притерты, абсолютно. Поле у нее гладкое. Посмотрите на ленты, притертости минимальные. Поэтому я решил, что этой монете можно дать второй шанс. Потому что бывают монеты, когда они вообще затертые, убитые в хлам. Там уже, ребят, реально там спасать нечего. Но когда монета просто грязная, и наша задача убрать эту грязь, мы должны поставить правильно диагноз, определить, какая это грязь, ее природу, и тогда подобрать метод, при помощи которого мы будем это все исправлять и убирать. Ребят, долго думал, что делать, все-таки решил использовать свой старый метод, и это мыльный раствор. Помещу-ка я ее на хотя бы пару часиков, а там будем посмотреть. Пускай она немножечко раскиснет. Наша задача какая? То есть я думаю, что это грязь, обычная грязь на монете. Моя задача, чтобы она раскисла и стала мягкой и покладистой. И потом зубной щеточкой мы будем ее чистить. Так, где у меня тут мыло? Ой, у меня тут много всякого барахла. Это все, что я использую для чистки монет. Не все, конечно, но почти что все. Так, по-моему, мне нужно менять мыльный раствор, потому что он у меня уже такой убитый, что просто жесть. Так, где это? Это у меня, что это наш атырь. Он нам не нужен. Уберем его. Ага, вот. Вот у меня мыльный... Ой, он такой ужасный. Так, ребят, сделаем новый, свеженький мыльный раствор и посмотрим как. Я вам покажу, как я это делаю. Может, кто-то не умеет, чтобы не задавали лишних вопросов. Что ж, старый мыльный раствор. Сразу хочу попросить прощения за... Видите, какой он уже. Этому раствору уже, наверное, полгода, если не год. Уже давненько монеты не мыл, поэтому делаем следующую процедуру. Просто моем мою баночку или берем свежую. Пошла теплая водичка, набрали теплой воды. Много вам не надо, буквально половину емкости вам с головой. Чем меньше воды, тем меньше мыла вам понадобится. Итак, по поводу, ребят, мыла. Какое мыло использовать? Есть какое-то хозяйственное мыло, вот сейчас посмотрю. Есть обычное мыло, детское мыло. В принципе, я никогда особо не выбирал. Я его возьму и обычного, детского возьму. И ваша задача просто его настрогать. Никакой Америки в этом нету, ничего сложного. Сколько строгать? На глаз. Не знаю, я смотрю так, чтобы поверхность полностью покрывала нашу водичку. Потом мы это разбавим. И все. Главное, наша задача, чтобы мыло растворилось. Чем мельче настрогайте, тем быстрее оно растворится. То есть оно должно быть такая жидкая сметанка. Вот такой консистенции. Так, все. Я думаю, этого нам будет в принципе... Ох, испортил, жена будет ругаться. Так, может у вас какой-то есть особенный рецепт, то, конечно же, напишите. Будет интересно, я думаю, всем это почитать. Если хотите, можем немножечко добавить еще и хозяйственного. Вот сухое мыло, видите, как крошится. Такой мелкой-мелкой стружкой. О. Все, такой миксик сделал. Все, хватит. Все, теперь наша задача его разбавить. Растворяем минуток 15, ждем, пока мыло полностью растворится. Все, пускай набухает, ждем. Почему я использую именно мыльный раствор? Потому что мыло никогда не повредит меди. Все, монету мы начинаем уже намочили. Главное, чтобы грязючка наша раскисла.
Так, мыло еще не растворилось. Хотя уже все, да. Все, помещаем нашу монетку в мыльный раствор. И я думаю, что через несколько часов я приду и проверю, посмотрим с вами, что произойдет. Ну, у вас это будет, конечно, быстрее. Что ж, ребят, прошло 2 часа, давайте смотреть, что у нас происходит. Так, достаем монету. Видите, какая жидкость? Вот она такая должна быть, вязкая, жидкая сметанка. Ну, видите, даже еще не все мыло растаяло. Для того, чтобы проверить, нам нужна зубная щеточка. Любая зубная щетка, которая у вас есть, старая. И начинаем производить чистку монеты. Вот видите, грязь пошла. Видите, мыло грязное уже стало. Значит, грязь снимается. Я думаю, результат нас порадует. Так, ой, грязюки сколько. Вы смотрите. Смотрите, какая рука грязная. Это ж все грязь. Хорошенечко чистим. И, ребятки, не забываем про гурт. Я его делаю вот таким образом всегда. Потому что тут есть гурт не гладкий. Если был гладкий, можно было бы и так чистить. Но у нас он не гладкий, а рифленый. Поэтому чистим вот так. Так. Убираем и, конечно же, смываем мыло. Так, ну что, проверяем, что у нас получилось. Я приготовил бумажную салфетку. Это можно любой тряпкой сделать, если у вас есть под рукой. Любая тряпка вообще. Главное брать влагу и смотрим монету. Итак, первый этап. Следующий этап будет уже, я замочу ее на ночь. Мне сейчас нужно было посмотреть. Смотрим, ребятки, что вышло. Вот что. Основная часть грязи снята. Видите, немножко еще осталось, но разницу улавливаете? Как по мне, стало намного лучше. Но на ночь ее еще нужно оставить, потому что кое-где, вот еще в некоторых местах есть грязь, ее нужно еще немножко поквасить. И самое главное, чтобы она не рыхлая, монета не гнилая. Это очень важно. Итак, кладу я ее еще на часов 14, наверное, на ночь. Кладу, сейчас у нас 6 часов вечера. И достанем ее часиков в 8, в 9. Посмотрим, как получится. Что ж, ждем. Что ж, ребят, прошло 18 часов. И мы достаем нашу монетку, смотрим, что с ней происходит. Произошло ли чудо чудное? О, видите? Вот смотрите, когда вы достаете монету такой с зеленцой грязная, при этом, что мыло чистое, само мыло, оно беленькое, оно свеженькое, мы только вчера его сделали. Значит, идут какие-то процессы. И делаем наши манипуляции со щеточкой, все как обычно. Видите грязь? Если грязь, значит что-то еще новое мы отмыли. Ребята, еще есть такой момент. Иногда мыло можно немножечко подогреть, но только не увлекайтесь. Вы же понимаете, чем теплее водичка, тем лучше и быстрее будет. Ой, убираем мыло пока. Сейчас я руку помою. Вот. Чем теплее водичка, тем быстрее его действие. Ее действие мыльного раствора. Так, ну что, я уже вижу, предвкушаю. Ну, по личному опыту скажу, у меня рекорд это 1,5 месяца. 1,5 месяца когда-то монета императорской России лежала у меня в растворе. До того, пока полностью растаяло все. Ну, то есть я вам что скажу, давайте сейчас к свету пойдем. Так, и посмотрим, что у нас происходит. Вот какая монета стала, видите? Вот она. Вот она. Красота. То есть я, в принципе, очень доволен результатом. Завтра мы уже ее достанем, посмотрим. И я думаю, это уже будет окончательная наша мойка. И потом кое-чем ее протрем, сделаем ей товарный вид. И она будет красивая, хорошая монетка, скажем так, для начинающего коллекционера. Понятно, что для меня такая монета не очень подходит. Она все-таки слабоватая по состоянию, но тем не менее очень-очень неплохая монетка. Вспомните, какой она была еще вчера. Прошло еще 3 дня. Так, выбираем, наверное, вот эту щеточку. Так, смотрим, где наша монеточка.
Находим ее. Вот вижу, что она... Ай, скользкая, капец. Так, ну что, вот наша монета. И начинаем ее. Она такое аж, знаете, обволокло ее. Так, смотрим. Так, ребят, пока я чищу, рассказываю еще один момент. Когда-то я ради эксперимента, причем очень сильно рискуя, приобрел монету 5 копеек 1837 года ЕМФХ. Вот, эта монета считается очень дорогой и ценной монетой, медной монетой императорской России. Но я рискнул, и там было очень много грязи, и я вложил эту монету в нашатырь. То есть я начал с нашатыря и потом уже ее доводил до ума мылом. Почему я так сделал? Потому что там были настолько засохшие окислы, что я в мыле его, наверное, полгода подмачивал, чтобы его убрать. А именно нашатырь дает возможность быстро среагировать и быстро убрать вот такую органику. Ну, надо очень аккуратно следить, потому что очень рискованный этот момент. Ой, она мне так нравится, начинает, капец, эта монетка. Так, не забываем про гурт, обязательно. Сейчас мы ее, Все, ребятки, монетка готова, идем сейчас на нормальное освещение и будем думать, что делать с ней дальше. И, кстати, у меня будет к вам приятнейшее известие, вот видите, даже палец остался. Все надо поубирать. Ну, мы сейчас будем вытирать. И вот наш результат. Шикарная монета. Просто шик. Посмотрите. Вспомните, что было и что стало. Это вообще небо и земля. Я думаю, что цена такой монеты уже 100 гривен. А купил я ее за 11 гривен. То есть прирост 900%. Вот, ребята, на чем можно зарабатывать. То есть найдите хорошую монету. Хорошую, но грязную. Купите ее за копейки. Буквально вмыли, отмочили, ничего ж особо нету, мыло стоит копейки и подъем в 9 раз. Так что смотрите внимательно аукционы, проверяйте, ищите такие монеты, манипулируйте с ними и перепродавайте, зарабатывайте на этом нормальные денежки. Эту монету я хочу подарить нашим зрителям. Мне она не нужна, потому что, вы знаете, я такие монеты не коллекционирую. Возиться с выставлением, продажами я не хочу. Я хочу ее подарить вам. Для этого, чтобы получить эту монету, мы сделаем такой небольшой конкурс. Для этого вам необходимо быть подписанным на этот канал. Вам необходимо поставить лайк под этим видео. Обязательно поделиться в соцсетях этим роликом. Ребят, победителем будет тот, кто сделает больше всего репостов в социальных сетях. Это мы объявим ровно через неделю, в следующее воскресенье. Будет объявлен победитель нашего конкурса. Подписывайтесь обязательно для того, чтобы в сообществе увидеть имя победителя. Выложу я его в сообществе отдельным постом. Так что, ребятушки, желаю вам всем удачи в поиске. И, конечно же, богатырского здоровья, чтобы у вас его хватало смотреть наш канал. Ребят, с вами был Олег и я, Нумизмат. Пока, до следующих встреч.